Привет, друзья! Германия может не успеть выполнить климатические цели, и последствия уже обсуждаются в Европейском Союзе. Все началось с нового доклада правительства, который неожиданно признал, страна сталкивается с трудностями в реализации экологического курса. Главный вопрос, что именно окажется под пересмотром первым: транспорт, здания или договоренности с Брюсселем. Особенно тревожат два сектора. Выбросы от транспорта снижаются слишком медленно, тепловые насосы и инфраструктура отстают на месяца, а местами и на годы. Уже сейчас в Берлине обсуждают, как преодолеть сложности, новые стимулы или строгие регуляции. Но все упирается в бюрократию, и времени на раздумья все меньше. Что на самом деле происходит в Германии и как это отразится на каждом из нас, расскажу об этой и других новостях прямо сейчас. Несколько экспертов утверждают, что без масштабных действий по климату Германия рискует не только не достичь цели, но и ослабить позиции Европейского Союза как лидера зеленой политики. Пока же ситуация описывается как крайне сложная, страна дает обещания, но сталкивается с задержками. Оживленные дебаты уже начались, в ближайшие недели покажут, в каком именно направлении будет двигаться правительство канцлера Фридриха Мерца. А дальше экстренная новость. Федеральное правительство подготовило пакет срочных мер для автобана на 450 миллионов евро. Выделят напрямую для ремонта аварийных мостов и дорог. По данным Министерства транспорта, ситуация вызывает тревогу. Множество мостов на автобанах требуют срочного ремонта. Именно финансовый дефицит в структуре автобана и спровоцировал срочный запрос к Бундестагу. Сейчас на очереди срочное обсуждение в комитетах по бюджету. Цель – получить средства уже в конце июля и направить их на строительство и восстановление дорог. Представитель транспортного министерства подчеркнул, только благодаря этой мере можно избежать задержки из-за формальных процедур и ускорить безопасный ремонт дорожной схемы. И это не предел. В планах дополнительный транш на, внимание, 709 миллионов евро, чтобы открыть новые тендеры и не допустить повторных простоев. Критики, среди которых и есть представители зеленых, указывают, средства перекладываются из специальных фондов, что рискует вызвать удорожание из-за задержек. В автобан отмечают, без стабильного финансирования реализация крупных проектов может быть приостановлена, а рабочие уже на пределе. Но это еще не все проблемы в Германии. Есть такая программа под названием «Будущий боевой авиационный комплекс». Это самый амбициозный оборонный проект Европы. Сейчас сталкивается он с риском задержек. По данным Reuters, генеральный директор из Франции предупредил, что без четкого лидерства и организации будущее боевого авиационного комплекса может оказаться под сомнением. Что же произошло? В центре конфликта именно требование Франции получить львиную долю работ над комплексом. Целых 80%, как указывают инсайдеры. Это поставило под вопрос первоначальной договоренности между Германией, Францией и Испанией, основанной на равном распределении рисков, финансировании и технологий. Канцлер Фридрих Мерц прямо заявил, Германия намерена придерживаться подписанных соглашений и не даст перевести ситуацию слишком далеко в пользу Парижа. Разногласия уже становятся предметом переговоров на высшем уровне. Мерц встретился с Макроном на закрытом ужине под Берлином, где поручил министрам обороны найти разрешение к концу августа. Это не просто спор двух стран, а проверка на прочность для всей системы европейского оборонного сотрудничества. ЕС ставит на карту свою репутацию и способность работать совместно в критических программах. Главный вопрос – удастся ли партиям перевести диалог в конструктивное русло и предотвратить раскол? Ведь за каждым самолетом стоит будущее европейской безопасности. Но также в Европе тревожно и в восточной части. Польский премьер Дональд Туск объявил об экстренных мерах. В июле Польша возобновляет пограничный контроль с Германией и Литвой. Это ответ на усиление контроля со стороны Германии и растущую миграцию через Шенген. Судя по источникам, решение принято в качестве жесткой реакции на недавние действия Берлина, которые Варшава считает односторонними. В Европейском Союзе Шенген допускает временные проверки только в случае внимания серьезных угроз, и Польша заявляет, что ситуация именно из таких. По данным очевидцев, на границах уже идет задержание людей, которых подозревают в нелегальном переходе. Цель – сократить поток нерегулярных мигрантов, которые поляки называют критическим.
Внутренние источники подчеркивают, Польша больше не хочет быть неконтролируемым маршрутом в Европейский Союз. Вся эта ситуация выходит за рамки обычных разногласий, речь идет об устойчивости шенгенской зоны. Пока Европейский Союз наблюдает, Польша ставит прецедент, и Мерц, похоже, тоже поворачивает курс. А дальше еще одна новость, которая показывает неожиданные шаги от нового президента Трампа. Соединенные Штаты Америки снова прекращают участие в ЮНЕСКО, и это уже не первый случай. Президент Трамп объявил о повторном выходе США из ЮНЕСКО, решение вступит в силу в конце 2026 года. Белый дом объясняет, эта организация якобы продвигает разделяющие социальные программы и принимает решения, идущие вразрез с американскими интересами. Это уже второй выход при Трампе. Ранее Соединенные Штаты Америки, я напомню, покидали ЮНЕСКО в 2017 году, вернулись в 2023 и теперь уходят снова. ЮНЕСКО отвечает, что такие шаги ожидаемы, но организация сегодня финансово устойчива, участие Соединенных Штатов Америки составляет лишь около 8% бюджета. Президент Франции выразил полную поддержку ЮНЕСКО, назвав его «стражем всемирного культурного наследия». Тогда как Израиль приветствовал уход Соединенных Штатов Америки, указывая на давние претензии к организации. Ключевой вопрос, потеряет ли ЮНЕСКО свою роль в защите объектов всемирного наследия. Пока есть опасения, но власти уверяют, что финансовую нагрузку смогут компенсировать другие страны и доноры. А теперь самая важная новость, которая может привести к масштабному экономическому кризису. Новый уровень в торговой войне. Ситуация осложняется. Соединенные Штаты Америки, как вы знаете, планируют ввести 30% тарифы на европейские товары с 1 августа. И это вызывает серьезную обеспокоенность. И Берлин, и Париж в экстренном режиме вырабатывают общий ответ. По данным источников, близких переговорам, канцелярии Мерца и Макрона синхронизировали позиции. Теперь стратегия евро-нулевой трафики выглядит нереалистично. Речь идет об умеренной, но твердой реакции. Встреча в Берлине длилась больше 3 часов и, как сообщают инсайдеры, четко обозначила курсы. Мерц выступает за смягчение автопошлин, Макрон готов задействовать мощные макроэкономические инструменты. Европейские переговорщики уже обсуждают варианты ответных мер от контрпошлин до ограничений на доступ Соединенных Штатов Америки к европейским госзакупкам. Осталась 1 неделя до дедлайна, до 1 августа. Успех в переговорах возможен, но если Соединенные Штаты Америки не уступят, Европейский Союз готов активировать ответные меры. Мерц подчеркивает, цитата, «Мы оставляем себе все опции, и это сигнал не только Трампу, но и Брюсселю. Саммит в Тулоне в конце августа может стать решающим, либо четкая стратегия Европейского Союза, либо затяжные торговые разногласия с Соединенными Штатами Америки». И Мерц с Макроном уже заявляют, Европа больше не будет просто наблюдать. А теперь интересная новость тоже из Германии. Если точнее, то новость из Баварии. В мюнхенском пригороде Оберхахен намерены установить первый в Германии радар на велосипедах. Жители давно жалуются на то, что по специально проложенному веломаршруту между Оберхахеном и Зауэром спортсмены-велогонщики мчатся на скорости 60 км в час, и это превращает лесную зону в зону риска. По данным местных СМИ, ситуация уже оценивается как опасна. Ходят разговоры, что речь идет о потенциальной опасности для людей. Местная администрация решила действовать радикально, обсуждается установка специальных ямок, лежачих полицейских. Инноваторство радарного контроля скоростных велосипедистов – это первый в Германии этап велосипедного контроля. Такое предложение уже вызвало широкую дискуссию. Активисты велосипедного движения обвиняют местные власти в чрезмерном ограничении свободы, называя это вмешательством в комфорт велосипедистов. А администрация отвечает, цитата, «Мы не запрещаем кататься, но безопасность важнее рекордов. Радары и лежачие полицейские должны быть установлены напротив особо загруженных участков, особенно возле популярной тропы у Кухлен-Альм, где соседи жалуются на аварии. По данным радио и региональных источников, решение уже почти готово. Технический регламент и местоположение взяты на финальный этап согласования.
Предполагается, что система заработает уже этой осенью, и если все пойдет по плану, Аберхаген станет первым в Германии, кто внедрит электронный контроль скорости для велосипедистов. Это может стать началом новой волны для контроля велосипедного трафика с помощью радаров для велосипедистов и трендом для безопасности, который может перейти и в другие регионы. Если информация была полезной, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь этим видео. Спасибо вам за просмотр.